Здравствуйте, бесценные наши драгоценные зрители канала Вестник Кавказа и нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на этом канале. Точка хрипения? Как ты назвал? Я что так плохо и Передача? невнятно Нет, нет, я говорю просто по-русски. вдруг мне в голову Вроде пришло. вчера был легкий день, все было в порядке. Да, Точка кипения. Ну, можно и точка хрипения. Это надо так. подумать. Знаешь, если завтра мы отсюда соскочим куда-нибудь, то это будет созвучно и Я никуда не соскакиваю. корректно. Не собираюсь соскакивать, в отличие от тех, кто пережил тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Да, потому что 14 октября 1962 года, 1900, уточняю для непонятливых, случилось а, необычное, одно из ключевых событий истории человечества 20 века, а может и вообще истории человечества. Начался так называемый Карибский кризис. Начался он с того, что американский разведывательный самолет 14 октября обнаружил на Кубе, совершенно неожиданно для всей Америки и всего мира, советские баллистические, вернее, ракеты средней дальности, которые предполагалось оснастить ядерными боеголовками. И эти боеголовки спустя несколько дней были доставлены на Кубу. И начался кризис, который завершился в течение 10 дней, но вполне мог привести к ядерной войне. По тем временам вряд ли к уничтожению человечества, но то, что человечество стало бы другим и пошло бы по-другому, и что, может быть, Советский Союз, и мы бы все не существовали, это возможно. Или что-то не так, Максим? Я вообще считаю, что это все была постановка, и все это был разыгранный спектакль. Оригинальная точка зрения, да. Да, я просто могу сказать, что Советский Союз точно не хотел никакой войны. И несмотря на все заклинания по этому поводу, после Великой Отечественной войны, когда Советский Союз понес чудовищные просто совершенно жертвы, и к 1962 году он совершенно не восстановился, потому что страна еще во многом пребывала в полу таком, ну, выходящем из трагедии Великой Отечественной войны состоянии. Представить, что вот прямо Хрущев и лидеры Советского Союза мечтали развязать мировую войну, там, ядерную тем более, это абсурд какой-то. Равно к такой войне, безусловно, не стремился Джон Кеннеди, который в этот момент стал президентом США. Никакого такого прямо принципиального, невероятного разногласия между коммунизмом и американской демократией не было, что доказала Великая Отечественная война, Вторая мировая война, когда непримиримый там страшный коммунист Сталин, понимаешь, который на самом деле был коммунистом, в отличие от Хрущева, без дураков, как говорится. Ну, который был, правда, Оказывается, загнан в угол да, загнан. оказывается, нашел прекрасненько общий язык с Рузвельтом, про которого он еще в 1935 году, до Второй мировой войны, говорил, что это величайший политический деятель Запада, который пытается спасти Запад и который это самое. Я вообще полагаю, что как раз Карибский кризис был попыткой выстроить прямой контакт, прямой мост, прямые отношения между Москвой и Вашингтоном в рамках так называемого глобального либерального консенсуса, который возник на развалинах Третьего Рейха и милитаристской Японии. Либеральный консенсус состоял из его правой части, правых либералов, это Соединенные Штаты Америки, и левых либералов, какими был Советский Союз и страны соцблока, которые делили мир так, ну, весьма относительно, поскольку во многом Советский Союз очень сильно зависел от стран западного блока. По крайней мере, надеялся, зависел даже в том смысле, что он выплачивал задолженности по ленд-лизу. Ленд-лиз не был бесплатным. Поставки оружия в Советский Союз это была очень льготная, длительная рассрочка, но экономические связи все Сразу были. скажу, что нет, это ошибка всех Да. или многих сталинистов. Ленд-лиз предусматривал во время войны бесплатные поставки всего, после войны, но не надо было изначально платить за продовольствие, это было Да, бесплатно. правильно. Но надо было платить. В чем ошибка? Я, Еще во-первых, не раз я тебе сталинист. объясню. Я не сталинист, просто в чем Это ошибка-то? позиция сталинистов, Нет, в потому чем что... ошибка-то? Сейчас Когда до скажу. 70-х годов Сейчас скажу. выплачивался, да. За потраченное во время войны имущество, подбитые танки, Не самолеты, платили, да. не надо было платить. Да. То, что осталось после войны, надо было вернуть
Мгм. или заплатите за Ну, это. вот так вот, короче, связи были, так или иначе. В чем тут сталинист? Что ты сразу начинаешь А проводить я не себя, партсобрание? Ты сам а я не сталинист. себя Ты называю сразу, а я сталинистом. не говорю, что Я меня, говорю, ты что сразу ты сразу это заговорил таким позиция, голосом. Это позиция сталинистов. это позиция Товарищи, сталинистов, конечно. внимание. Ты сам Конечно. бы, Неужели у как? меня был такой голос? Мы Да. сейчас постелим Ты был зеленое членом сукно и партии? поставим... Скажи, ты был членом Нет, партии? конечно. Не был. И поставим графин здесь. Вот Ну тогда мы вот, будем да. сталинистами. А Вот. пока нет. Вот, поэтому на самом деле коммуникация-то была, и коммуникации были по многим другим параметрам. И ничего мы не После заплатили. Ни в 50-е, По- ни в 60-е, ни Да в оставьте, что 70-е так годы. волнует это, заплатили, не заплатили. Коммуникации Я не были. люблю Вы неблагодарности. платите. Ни от людей, ни от государства. Я же не говорю, что... Они спасли нас тогда. Ну давайте скажем им спасибо. Мы Не им так и не надо... сказали за это Подожди, спасибо. Эльмар. Я говорю, спасибо. Без помощи Соединенных Штатов Америки Советский Союз не смог бы справиться с гитлеровской Германией. Это безусловно. Тут даже это не обсуждается. Потому что поставки американского вооружения, американского продовольствия, американских металлов, там молибдена, например, без которых нельзя было сталь делать, которая превосходила в конце войны немецкую сталь по качеству, понимаешь? Там и так далее. Потому что у немцев не было молибдена. Ну, ничего не было. Вот, они из Швеции там получали свои эти все поставки. Короче, вернемся к этому. Послевоенный период это была попытка Сталина сохранить, поделить мир и сохранить вот эти договоренности, которые у него, очевидно, были с Рузвельтом. Но пришел Трумэн. Трумэн, который был человек ну, масштаба иного, разумеется, чем Рузвельт и Сталин, находившийся под влиянием американских, значит, там, пасторов религиозных, сектантов, очень сильных, хотя он был демократом формально, но известно, что на него вот эта вот правая такая религиозная общественность и имела очень большое влияние. У Трумэна были как бы такие его видения глобальной политики, они преломлялись через такие мистические, как бы еще там всякие аспекты. Он коммунизм считал вот большим злом, сатанизмом. Он вот такие вот эпитеты, допустим, применял. Тем более, когда еще Черчилль ему услужливо это канадское досье предоставил о том, что, оказывается, в Голливуде, оказывается, там в американской прессе столько коммунистов, да даже сам муж Мерлин Монро, Артур Миллер коммунист, понимаешь, это же вообще куда зараза-то проникла коммунистическая. Завтра Америка рухнет прямо. И он пошел не такое могла. пошел на вот и на все. Тем более, что Сталин пытался любой ценой не разрушить взаимодействие с США. И создание Израиля, и вот раздел, значит, подмандатной британской Палестины было вот это вот все. И Организация Объединенных Наций, в которой Сталин огромные вкладывал надежды, понимаешь. И его уступка в Греции. И когда он отказался от поддержки греческих коммунистов, из-за чего с Тито даже поссорился, который, значит, и уступка, ты прекрасно знаешь, Туде по Азербайджану, когда он фактически отказался от поддержки коммунистического, значит, и Ирана, а азербайджанцы, потому что это азербайджанцы были в основном. И на севере Ирана, да. Да, и безусловно, как бы Советский Союз мог там создать серьезный плацдарм и разделить Иран по корейскому принципу, потому что он даже делился по, ну, как бы, и имел для этого все ключи, все возможности, по крайней мере, в 45-м, 46-м, 47-м годах. И в Корее Сталин был против Корейской войны. Против, это известно, что ее инициировал вот этот союз Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена, понимаешь, которые... Ким Ир Сен хотел там, значит, объединения, потому что его вдохновлял опыт Китая, который в это время как раз выгнал Чан Кайши с континента, да, и планировал наступление на Тайвань там. А китайцы тоже как бы хотели вот это все. Сталин ничего этого не хотел. Он на самом деле его вполне устраивало вот это вот, там у них на Западе вот это, у нас тут вот так вот. И даже он, не Берия, придумал после его смерти, а это сталинская была идея, что Центральная Европа должна быть зоной, ну, как бы без конфронтации, демилитаризации и деполитизации. Вот это вот и Германия должна быть такая, значит, где там нету ни американцев, ни советских, как Австрия, по австрийскому варианту. И в странах так называемой народной демократии сначала никто не насаждал коммунизм.
а наоборот, там, короля Румынии наградили орденом Победы, понимаешь. Хотели бы, так руки заломали бы ему и потащили бы его в подвал Лубянки. Было за что, в конце концов. Это он как бы хороший стал уже в 44-м. А до этого, когда Антонеску вторгался на территорию Советского Союза, а король руководил Румынией, он, как говорится, благословлял этот фашистский румынский поход. И с Маннергеймом у Сталина были волшебные отношения, просто прекрасные отношения с Маннергеймом, несмотря на 2 войны советско-финских. Не хотел, он хотел конвергенции, но кто хотел? Кто-то хотел конфронтации. Я вот, например, считаю, что и в руководстве Советского Союза, и в руководстве Соединенных Штатов Америки, Западного блока были силы, которые хотели делать ставку на конфронтацию. Я не верю, что кто-то хотел ядерной войны. И, конечно, к началу Карибского кризиса американцы обладали невероятным, чудовищным превосходством по ядерным вооружениям. У Советского Союза ракеты, причем это были устаревшие ракеты, которые, по-моему, на позиции только там много часов выдвигались, и не факт еще, что взлетели бы. Их число исчислялось, там, по-моему, 16 их было, этих ракет, или 12. Да и боеголовок 6 тысяч у американцев против 300 тогда. 300 эти боеголовки Советского как еще Союза. доставлялись? Да. Советские подводные лодки, чтобы запустить ракеты, должны были всплыть, понимаешь? А американцы уже к этому моменту из-под воды могли запускать. Да, у них уже Поларисы на вооружение поступали. Эти вот ракеты в Турции, которые послужили формально, значит, причиной, Как раз их Юпитер. было 16 штук. Да, что ли, 16 Юпитеров. Это Микоян, говорят, сказал. Вот там, когда они там были в Болгарии с Хрущевым, Микоян сказал, вот там, смотри, Никита, вот там в Турции стоят ракеты, которые могут за несколько минут долететь до Еревана. Микоян не любил Турцию, это понятно. Да я думаю, ему было пофигу абсолютно. Сомневаюсь. Это, я думаю, шутка была такая, понимаешь? И как там Но долететь? Никита начал как раз Юпитеры. после этого вот визита Это в было Болгарию, формальной этого разговора, причиной да. для кубинского этого революции. Там есть еще момент, ведь когда произошла революция на Кубе, Фидель Кастро поехал в США и хотел встретиться с Эйзенхауэром. Он не был никаким коммунистом в момент революции, несмотря на наличие в его ближайшем окружении Эрнеста Че Гевары, там, Рауля Кастро. Вот Рауль как раз был коммунистом. Рауль уже и известно был вполне таким как бы коммунистом-сталинистом. Че был ну, таким более радикальным. Он как раз выступал с идеей такой локальной перманентной Эйзенхауэр революции. тогда совершил ошибку. Да. Он не встретился Не с Кастро, принял его, да. Почему? Потому что говорят, что на Эйзенхауэра оказало влияние кубинская мафия. Эпизод визита не кубинская, а американская мафия, которая имела огромные интересы в Гаване. Этот эпизод блистательно показан во 2-й серии «Крестного отца», когда, значит, Корлеоне, Майкл Корлеоне, уже будучи крестным отцом, туда приезжает. Ты помнишь, этот Рот, Да, да. значит, пытается ему продать эти вот казино, да, а он видит, как на улице уже там какое самопожертвование. Там, значит, парень там взрывает гранату в полицейской машине, повстанцы входят в Гавану. Это момент, когда он уезжает, и его хотят убить еще, главное. И он понимает, что как бы здесь ничего не произойдет. Дальше приходит Кеннеди. Я вообще считаю, что и смерть Кеннеди, которая последовала в 62-м году, подожди, 63-м, по-моему. в 63-м году был убит, Да. спустя короткое время. Причиной смерти Кеннеди было как раз его установление вот этого прямого отношения с Советским Союзом, продолжение конвергенции сталинской. А отцом конвергенции был Сталин. Сталин не был, несмотря на все эти бредни, которые пишет Суворов, никакой мировой революции Сталин не хотел. Уже и во время войны-то не хотел, а после войны так и тем более не хотел мировой революции. Ну, во время войны ему вправили мозги, а до, по-моему, все-таки Никто ему не вправлял мозги, не надо так выражаться про Сталина. У него мозги были такие, как в мире таких мозгов не было, как у него, понимаешь? Это он мог вправлять мозги, и вполне вправлял, и Мао Цзэдуну вправлял, когда Мао просидел месяц там, ожидая, несколько недель, ожидая встречи с ним, он его воспитывал, понимаешь, как старший. Мао, кстати, будучи китайцем, к этому отнесся с пониманием, с уважением, он не затаил на Сталина никакой обиды. И потом, значит, вот на фоне того переворота, который Хрущев производил в Советском Союзе, его борьбы, значит, с дистанцирования от Сталина, одновременно его борьбы с руководством советской армии, его борьбы с органами КГБ, и вот этот вот его такие предгорбачевские преобразования, хрущевские перестройки,
когда он фактически стал разрушать советские институты советской государственности, которые с таким трудом Сталином создавались в послевоенное время. И фактически Хрущев приводил к власти партократию. Он же был отцом партократии. Партийное, вот это партийное руководство, вот это дебильного тезиса о том, что партия является главной руководящей там, и так далее направляющей силой советского общества, ничего этого не было в сталинское время. Сталин вообще хотел убрать партию от власти в Советском Союзе. Он хотел сделать партию что-то вроде такого как бы политического клуба, который должен заниматься вопросами там, развития социализма, там, политпросвещения и передать власть там, советам, которые состояли из нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Причем слово «беспартийные» там не должны были носить такой характер, знаете, такого приложения, как бы антуража для коммунистов, как это стало уже в постхрущевское время. Как раз Хрущев, борясь за власть, и вопрос о связи Хрущева за кулисой, за границей, с глобализмом, этот вопрос, как раз на него, на мой взгляд, ответ дает Карибский кризис. С помощью Карибского кризиса Хрущев перехватил управление во многом, как бы внутри Советского Союза. И он же там действовал в какой-то момент без коллегиального совещания с Политбюро. Именно когда его обвиняли в волюнтаризме, то вот эти вот Карибский кризис, вот это его письмо Кеннеди, второе, которое он послал, да, телеграмма, это его без совещания с Политбюро прямая коммуникация с американским президентом, она, собственно, и была главным поводом для обвинения в волюнтаризме. Потому что он решил такой глобальный стратегический вопрос, который касался Кубы, который касался Китая, который касался много чего. Хрущев как бы последовательно разрушал вот это сталинское наследие, сталинскую попытку геополитического раздела мира, с которой вполне Запад был во многом согласен и который Запад вполне устраивал, вот этот раздел мира. Он его разрушал, и, на мой взгляд, Карибский кризис, у меня есть глубокое подозрение, вот много прочитав, там и Федора Бурлацкого, ну ладно, это советская интерпретация, хотя Бурлацкий был участником. Это классика, да. Он был Бурлацкий участником. был участником. И всякие западные исследования этого вопроса. Вот у меня есть стойкое ощущение, что это спектакль, который был между Кеннеди, значит, Джоном, его братом Робертом и Макнамарой, потому что там постоянно у них какая-то идут коммуникации с агентами КГБ, с агентами ГРУ, с послом СССР в США Добрыниным, понимаешь, которым постоянно вот у них вроде как конфронтация, а постоянно они все время встречаются и коммуницируют. Это же нормально, коммуникации. Я уверен совершенно. Не говорит о заговоре, это говорит о том, что идет какая-то работа политическая. В ходе Если бы ее не было, была бы война. В ходе Карибского кризиса Хрущев пытался окончательно как бы отодвинуть от власти, создав сначала партократическое правление и уничтожив советы. Одним из факторов, два фактора уничтожения советской власти был Тбилисский расстрел 1956 года и расстрел в Новочеркасске, кстати, 1962 года, если мне память изменяет. Какой год расстрел в Новочеркасске? Уже после введения 60-й, да. Вот. Да. И, собственно говоря, дальше и он устраивал фактически свою монополистическую власть, отстраняя Политбюро, руководство армии от принятия ключевого решения о переговорах. Он создал личный канал коммуникации с американским президентом. Примерно сделал то же самое, что спустя 20 с лишним лет сделал Горбачев, который то же самое как бы сначала почистил Политбюро, ну уже Советский Союз был не тот, и КПСС была не та, прямо скажем, и уже генералы Великой войны были не 50-летними полными сил, а там Гречка, или Устинов, которые там дышали на ладан, понимаешь, и не могли сопротивляться всему этому в полной мере. Ну, в общем, вот моя версия, никакой угрозы ядерной войны не было, абсолютно. Потому что даже, смотри, крайним сделали даже не Плиева, командующего группировкой, когда сбили этот самолет У-2, а заместитель Плиева,
как его звали там, не помню, принимал решение о сбитии этого У-2. Плиев был хитрый, и в этот Да, момент все до него сняли- никто не мог дозвониться. Да, не мог дозвониться, Ну, просто все там сняли надо с себя сказать для ответственность. зрителей, что Плиев был назначен руководителем советской всей группировки на Кубе. И предполагалось, что это будет до 50 тысяч человек. Там же не только ракеты размещали. Там размещали 4 мотострелковых полка, 2 танковых батальона, зенитные части и так далее и тому подобное. Части обеспечения. Плиев был назначен руководителем довольно Я большой. уверен, что все это было мало боеспособно. Если даже до этого в 1956 году в Будапеште, понимаешь, а обладая невероятным превосходством, советская армия понесла огромные потери при штурме Будапешта, который был захвачен повстанцами. Фактически было несколько штурмов Будапешта. То я вообще не думаю, что на Кубе при отсутствии каких-либо коммуникаций, тыла, снабжения, систем поставок, систем вооружения, вот эти батальоны или полки сыграли бы какую-то существенную Ну, роль. это были средства защиты и обеспечения, собственно, ракетных площадок. Не то, что собирались с этими силами атаковать там Америку и прочее. Это было для защиты Ну, вот этого мы, понимаешь, ракетного если мы предполагаем, что Советский Союз всерьез вооружения. планировал атаку Америки, то тогда мы предполагаем, что советские люди 60-х, конца 50-х, 60-х годов были сумасшедшими. Я лично не верю, что Плиев и там другие руководители советской армии, Да, тебе не кажется, что вообще создать коммунистический Малиновский, режим да. в России могли только сумасшедшие? В принципе. Коммунистический режим был следствием объективных и исторических причин. И развитие европейской интеллектуальной политической мысли, кризиса Российской империи и так далее. Короче, никто не хотел никакой войны. И, между чем, венгерские события показали, что Красная армия, Советская армия, несмотря на все победоносные как бы реляции, не является такой уж прямо силой, которая может даже венгерских повстанцев раздавить за 2 дня, понимаешь? За 3 дня Будапешт не получилось взять. Там тяжелые бои с огромными потерями шли. Поэтому мне представляется, что тут надо еще включить еще один момент. Это Мао и значит, Фидель и Че. Мы многого не знаем, не понимаем. В этот момент, в 1962 год, разворачивался конфликт между Мао Цзэдуном и Хрущевым. Мао уже значит, обладал ядерной бомбой. Ядерную бомбу им передали по сталинскому распоряжению. Даже после смерти Сталина продолжалась передача ядерных технологий, ядерных реакторов и всего того, что с этим было связано, Китаю. Мой, значит, дед имел к этому косвенное отношение, потому что он занимался физикой, значит, и, в общем, он упоминал, хотя это секретная была тема достаточно в советское время, я помню. Значит, и Китай, для Советского Союза важно было держать под контролем вот этот вот раздел мира, консенсус. Дико боялись, что Фидель, которого тоже почему-то представляют каким-то неуравновешенным, якобы он требовал от Хрущева ядерного удара по Америке. Но он требовал. Да. А я думаю, что это клевета абсолютно. Потому что я потом читал много текстов Фиделя, ни в одном из этих текстов не было никогда никакого безумия, никакого радикализма. Если бы Фидель на самом деле был настолько опасен, то американцы его убили бы, а не совершили бы 40 неудачных покушений. Поверь, когда американцы хотят кого-то убить, они убивают. Я думаю, что опасна была советская ядерная мощь, а не этот маленький она вообще не диктатор была на опасна маленьком для острове. Америки. Я думаю, В ни тот одна момент, ракета. Я уверен просто, что я, во-первых, даже не уверен, что эти боеголовки могли бы там взорваться, которые на Кубу были привезены. Но американцы же об этом не знали, что они могли не взорваться. Да, Советский Союз как раз в это время проводил испытания успешные на Пеньковский по ракетам. Северной земле. Американцы полностью как раз обладали всеми данными по ракетам, потому что уже в момент Карибского кризиса Пеньковский, самый известный предатель, он полностью передал все данные по советской ракетной программе. Понимаешь? Ну, 300-то у нас, у Советского Союза, точнее, 300-то было боеголовок, их надо было как-то принимать во внимание. Карибский кризис имеет, расшифровка Карибского кризиса является ключом к последующим событиям 80-х, 90-х годов и распаду Советского Союза. Я считаю, что Карибский кризис был началом распада Советского Союза. Как надо было там себя вести? Ну, еще раз, повод был
идиотский к завозу на Кубу этих ракет. Да. Повод был идиотский. Эскалация, Советский Союз втягивал Кубу в эскалацию, делая Кубу марионеткой своих А тебе не интересов. кажется странным, что и в Америке, и в Советском Союзе разрешение этого, конец этого Карибского кризиса был воспринят как уступка руководителю другой враждебной стороне. И американское военное, особенно руководство, страшно ненавидело и обвиняло Кеннеди в том, что он якобы сдал интересы страны, так решив этот кризис. И советское руководство, даже есть мнение о том, что... Одна из версий убийства Кеннеди, что его мафия заказала именно за то, что он лишил ее больших денег, возможность вернуться на Кубу. Снятие Хрущева во многом объяснялось тем, что и Политбюро, ну тогда это президиум ЦК, и вообще партийная верхушка, и военная, были страшно, они считали, что он уступил американцам. Какие интересы были у Советского Союза, вот с точки зрения партийной верхушки? Какие интересы были? Объясни просто мне. Нет, я просто не свою понимаю. точку зрения. Я считаю, считаю, что нет, а есть вот ты говоришь, предположение. ну это предположение, ну на чем оно основывается? Какие интересы? Оно основывается на гипотетической версии, что партийные партократы 60-х, 70-х годов, вот Фрол Козлов, например, или Анастас Микоян, были настолько пламенными революционерами, что стремились к мировой революции. Анастас Микоян стремился к колбасе, производству колбасы для советских граждан. Такой благородный человек. А не к мировой революции, понимаешь? А Фрол Козлов дал приказ о расстреле новочеркасских рабочих. Какая мировая революция нахрен? Я Когда к тому, они что уже... если смотреть со стороны, для ястребов, ну, например, в то, что мы согласились, Советский Союз согласился вывести свои ракеты с Кубы, это было уступкой. А для американцев тот факт, что Кеннеди там в том Уступка числе... это в чем? Когда Советский Союз добился, а Кеннеди дал слово, которое Америка держит до сих пор, не вторгаться на Кубу. Был снят карантин, ослаблен карантин. Кстати, было уже подготовлено вторжение, и генералы требовали от Кеннеди вот Я тебе уверяю, что эти два полка, по сравнению с несколькими там, 4 дивизии были американские, 4. которые имели опыт Корейской войны незадолго до танковая. этого. Да, танковая дивизия, дивизия морской пехоты, эти 4 полка там не заметил бы никто советские. Понимаешь, при том, что американцы имели тотальное воздушное превосходство, понимаешь, им не надо было там перебрасывать самолеты, летай себе из Флориды, бомби сколько хочешь. Там было Ил-28, бомбардировщики, по-моему, их штук 20 или 30 было, советских. Их даже не все С успели чем-то, да, перебросить. которые могли нести атомные бомбы. Ну, вообще не факт, что они поднялись бы в воздух или долетели бы. Вот на меня, когда я смотрю на это, на меня все это производит впечатление какого-то спектакля, какой-то постановки, потому что я не вижу в этом смысла. И я думаю, что смыслы мы не можем поймать, потому что для Кеннеди это было важно. Потому что Кеннеди же был... Мы тут надо раскрывать шире просто. Кеннеди был нонсенсом для американской политической системы. Ирландец, католик, демократ, либерал, католик, сам по себе католик. Представитель богатой семьи, которая поднялась на сухом законе, потому что как поднялся клан Кеннеди, это была одна из немногих семей, которые получили лицензию на производство спирта в тот момент, когда был сухой закон. И Кеннеди был последним президентом, который сам финансировал свою избирательную кампанию из своих ресурсов. С тех пор был принят закон, что кандидаты должны собирать деньги из внешних ресурсов, и чтобы не обладал вот богатый человек, типа Трампа, да, там, возможностями, как бы сказать, а мне там никто преимуществами, да, никто не указ, вот сам, у меня там миллиард, сам вот иду свой миллиард трачу. То есть Кеннеди провел кампанию, Кеннеди, будучи католиком, что для Америки абсолютно 60-х годов, это как даже афроамериканцы, даже негры были, понимаешь, для большинства американских протестантов, потому что большинство негров были протестантами, они там пели spirituals, пели аллилуйя, там, значит, в своих церквях, там, Deep River, вот это вот знаменитое, понимаешь, и, в общем, считалось, что, да, такие, как бы, вот постепенно их привлекают, значит, к приходам Миссури лютеранским, там, какую-нибудь церковь Иисуса, там, другое. Тут, а католики это в основном ирландцы. Вот Байден это второй католик во главе США, понимаешь?
Это ирландцы и католики, это там, у них есть поговорка, там, если ты помнишь фильм «Банда Нью-Йорка», Да. помнишь, там они начинаются, там, сметем заразу с лица земли, Да. кричат эти вот католик, там, уничтожим папистов. Вот это все было, и ненависть это жила, и Кеннеди становится президентом. Его поддерживает, есть версия, что он католик. А кто еще, кроме ирландцев, католики? Итальянцы, конечно. А кем были итальянцы в этот момент? Вспоминаем вторую серию и первую серию «Крестного отца». Та-ти-та-та-да-та-та-ти-да-та-та-та. Да, и у папы Кеннеди тоже Мафия. подозревались Мафия. связи. Конечно, католики-итальянцы и католик-ирландец. И тут получается, что католик-ирландец, которого они провели к власти, помогли ему избраться, кидает их с Кубой. Во многом. А он тоже хотел эмансипироваться от этого. Я вообще вижу, что корни Карибского кризиса во внутренних проблемах Советского Союза и США. Но американцы, обладая гораздо большими, скажем так, волатильностью вот внутренней, да, там принятие решений, там вот это даже вот это трио Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди и Макнамара, молодые, яркие такие. Макнамара министр обороны в тот момент. Советник он был. Советник. Он министром обороны был при Линдоне Джонсоне, по-моему, позже стал там. Ну, в общем, это такие как бы гиперинтеллектуалы, выпускники лучших американских вузов, которые несут после Эйзенхауэра, такого душного, понимаешь, генерала, который там правил Америкой. Да. И, кстати, я вот считаю, что как раз сбитие Пауэрса, которое было при Эйзенхауэре, да, когда вот сбили это У-2 над Советским Союзом, это был гораздо более опасный прецедент для начала войны, чем вот этот вот кубинский момент. Они как бы все это продумывают, интригуют. Это начало как бы выхода такого глобалистского проекта. А Америка из изоляционизма, она уже вышла послевоенное время. Она уже принимает участие в разделе наследия Британской империи. Там вот Израиль, там Ближний Восток переходит под американский контроль фактически. Из-под британского контроля, да, и много чего другого. И вот они нуждаются в том, чтобы эмансипироваться внутри Америки от тех сил, которые помогли им прийти к власти, чтобы взорвать вот этот вот... Но они же, согласен, не могли попросить Хрущева. Новое Для поколение. этого нам пришли на Кубу Могли, атомные а ракеты и бомбы. я считаю, что могли. Я считаю, это одна из величайших тайн. Мы никогда об этом не узнаем. Но я считаю, что вот эти вот косвенно разведпризнаки нам об этом говорят. Нам постоянно говорят о каких-то неформальных встречах, каких-то ресторанах нью-йоркских и вашингтонских, Ну, почему каких-то нет? корреспондентов ABC и людей, которые идентифицируются как штатный резидент КГБ, понимаешь, в Америке. И вот они постоянно друг другу пробрасывают какую-то там информацию. Я вообще считаю, что это постоянно была коммуникация. И мы просто до конца не понимаем, как в этот момент формировались, в том числе с участием мафии, вот эти глобальные институты. Кеннеди это был первый американский президент, такой серьезный. Если Рузвельт это был президент, который вывел Америку, демократ тоже, из изоляционизма, взорвал вот этот изоляционизм американский, который был после Первой мировой войны, сделал Америку невероятно богатой, одержав победу во Второй войне, потому что для нас это был ад, для Китая ад, для Японии ад, для там, всего мира ад, а для Америки Вторая мировая война, для самой Америки это был рай, если вычесть отсюда погибших там на Тихом океане и в Европе. Потому что благосостояние Америки выросло там в десятки, в сотни раз. Вот за счет того, что все им должны были, военный заказ там после войны, эти огромные до горизонта поля уставленные, Б-17, знаменитые фотографии, да, там, и, в общем, производство выросло, кукуруза выросла, весь мир надо кормить, война закончилась, план Маршалла для Германии, план Маршалла для Японии, ну, кайф, короче, в общем, понимаешь? Ну что, они должны извиняться, что ли, за Нет, то, что конечно. до них не долетели Нет, немецкие Нет, бомбардировщики? а у немцев не было таких бомбардировщиков, немцы до Англии еле-еле долетали. Один был, да. Да, это так, один был, вот Кондор, да, и даже не знаю. Вот, поэтому и нет, извиняться не надо. Но вот как бы Рузвельт выходит, создание глобальной системы. ООН – это важный фактор создания системы глобализма. Объединенные нации. Какие нации? Вот у Сталина были советские нации. Сталин сразу пишет там статью о национальном вопросе. Он пишет ее как бы в ответ там на, критикуя Мара, последователей
Мара, а на самом деле он пишет, чтобы показать, что вот есть... Это же Организация Объединенных Наций, значит, какие-то нации должны быть, понимаешь? Вот у нас есть тоже свои, там есть буржуазные нации, у нас есть советские нации, которые тоже как бы вот там язык, квазигосударственность, республики или там какие-то другие, там, значит, этнос, общекультурная общность, экономический уклад, психологический уклад, и дальше, значит, вот, как говорится, это все. Дальше наступает некая заморозка такая, понимаешь, вот Эйзенхауэр приходит и замораживается, значит, там все, вот этот полет Пауэрс, очень загадочная вещь, с обменом знаменитым его на Абеля или На кого? Абеля, На по-моему, Абеля, да. Очень загадочная вещь. Испытание водородной бомбы Советского Союза, 53 год, по-моему, или 53-й, 54 год. 53-й. Значит, вот это все очень загадочно. 52-й, потому что это Трумэн из-за этого проиграл, из-за ядерной бомбы. Значит, это все очень загадочно. И потом внезапно приходит Кеннеди. Водородный. Да, ну водородный. Молодой красавчик такой, понимаешь, поддержан мафией итальянской, которую он кидает. Который там, как говорится, тут в России тоже такой же, понимаешь, прыгает с кукурузой в руках, там, ездит там по Аризоне, встречается с фермерами. Глобализм формируется, новый глобализм формируется. Это момент, именно вот это соотношение Хрущев и Кеннеди. Хрущев остался в живых, а Кеннеди был убит теми, кого он кинул, на мой взгляд, то есть итальянской. Я считаю, что главным инициатором его убийства был такой союз итальянской мафии, принимал решения, и американские протестанты, которые его ненавидели просто. И начинается строительство реального глобализма, который сегодня мы видим в значительно более законченной форме, который сегодня символизирует все та же Демократическая партия США, символизирует глобальные фонды, которые созданы за это время, транснациональные корпорации, транснациональные компании там, и так далее. Короче, ни в какое противостояние между коммунизмом и капитализмом, символом которого был Карибский кризис, я вообще не верю. Партократия уже в этот момент взяла курс на постепенное сворачивание коммунизма. Только нам по мозгам ездили. Сначала нашим отцам, потом нам, понимаешь, Но они антидюринг. долго сворачивали. Читай, Эльмар, антидюринг. Нахрена мне читать антидюринг там? И почему нельзя читать, допустим, Бухарина при этом, читая антидюринг Энгельса, понимаешь? Ну, а вот нельзя просто и все. Вот давай, вот как бы тебе просто тарабан. А на самом деле, почему антидюринг? ну просто это как символ, понимаешь, вот как бы такой ограниченности интеллектуального восприятия советской интеллигенции и Советского Союза. Так это же началось и при Сталине, которого ты считаешь либералом. Я считаю его не либералом, я считаю его глобалистом. Левым. Я считаю, что Сталин, ну да, конечно, Сталин создавал левый вариант глобализма. Поэтому мне кажется, что надо по-другому на все на это посмотреть. Я думаю, что Карибский кризис это был очень важный шаг в формировании прямой коммуникации между руководством Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Ответом на Карибский кризис был визит Никсона спустя какое-то время к Мао Цзэдуну. И параллельно как бы выстраивание отношений с Мао. Американцы переиграли. Это был для Советского Союза, поверь, гораздо более страшный удар, чем даже какие-либо там санкции там, и так далее. Когда Китай окончательно в обход СССР заключил стратегическое партнерское соглашение с США, и фактически образовался американо-китайский блок. А хотели-то американо-советский. Ну, кто же образовывает такие блоки с людьми слабыми, которые на самом деле хотят просто поудобнее устроиться? Ну да, доедать, в общем, нечего было, особенно Китаю. Все, что могли, дали до смерти Сталина. Китай дал Китай. Китай это сам по себе бесценное сокровище. Ну, при наличии Огромная сила. капиталовложений американских, он, конечно, Да. великое сокровище. После того, как китайцы доказали в войне китайско-вьетнамской, что они готовы, как говорится, бросить вызов бумажному тигру Советскому Союзу. Да, они даже с Вьетнамом не справились. Они Вообще не хотели большое справиться. сомнение, что Китай у кого-то какие-то войны когда-либо выиграл. Они не хотели справляться. Они показали, что они готовы нанести удар по ближайшему союзнику Советского Союза, на территории не которого сумели была база нанести. в Камране. Ну, не сумели. Очень даже все задачи политически были решены. Перечитывай Сунзы, там все сказано.
Все. Надо перечитать, да, у меня есть пару, пару изданий. Ну что же, интересно, как всегда с Максимом, очень интересно. Необычный взгляд, оригинальный, парадоксальный, я бы сказал. Вот. Ну, хотя, естественно, можно и поспорить. Можно и поспорить, но не О в этот многих раз. вещах и мы размышляли. Вот Не в я этот размышлял в раз. прямом эфире, Да, понимаете? Я не да, читаю вам лекции, дорогие зрители, потому да, что я да, вот в вашем присутствии размышляю, потому что вопросы. да. Есть вопросы, Есть на которые мы не вопросы. получили Темные ответа. места. Это Или очень светлые странные. места. Ну, светлые, там вопросов не остается. А темные места истории самые интересные, где есть иногда Ни ничего, в кроме какую угрозу вопросов. ядерной войны я не верю. Я считаю, что это В решались этот с момент. помощью внешнеполитического шантажа, решались внутриполитические вопросы. И решались вопросы создания глобального экономического пространства. Отлично. Ну что же, бесценные наши зрители, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу передачу «Точка кипения». Вот. Сегодня мы обсуждали очень интересный, привязанный к дате, но очень интересный исторический сюжет. Надеюсь, вам было интересно. Эльмар Гусейнов, я ведущий этой передачи. Максим Шевченко, наш традиционный аналитик, мыслитель, философ. Поэтому, Максим, спасибо большое. Пожалуйста. И до новых встреч. До До свидания. свидания.